Если вы нашли это видео, то оно пришло вам своевременно, в то время, когда вы нуждаетесь в советах, подсказках, инсайтах, в напутствиях и знаках судьбы от высших сил. Настройтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, в любой сфере своей жизни. Послушайте, что скажут карты Таро для вас, что откроют, что важно услышать и знать прямо сейчас. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру, и в ближайшие 30-40 минут вас ждет потоковое чтение, послание высших сил и знаки судьбы Таро. Вот что вас ждет в ближайшие 7 дней. Настройтесь на свой промежуток времени. Это может быть не 7 дней, это может быть и 3 дня, и 10, и 2 недели, и месяц. Желательно заказывать и загадывать для себя тот промежуток времени, который действительно для вас важен. Вас ждет ответственное решение, изменение ситуации, поездка, переезд, путешествие. Возможно, это все произойдет не по вашей инициативе, и за вами может стоять мужчина, или мужчина может быть причиной или подоплекой этого движения. Вас приведет к успеху решение, которое связано с перемещением, с поездкой, с перспективами. Поэтому любое решение ваше, которое подталкивает вас к движению вперед, ведет вас к успеху. Поэтому не бойтесь двигаться вперед, не бойтесь открывать себе пути, дороги. И я вам так скажу, для того, чтобы двигаться вперед, вам может помочь еще и 2 руны. Первая руна — это руна Райдо. Можете ее наносить на запястье, можете ее как-то активировать. А вторая руна — это руна Эвас. То есть путь и движение. Ну, Эвас больше к этой карте относится, а Райдо больше к направлению. Да. Вот прямо сейчас вам хочет показать вот это. Вселенная вам хочет прямо сейчас открыть это. Прямо сейчас Вселенная говорит, даже если у тебя что-то не получается, ты в чем-то не уверен, в чем-то сильно сомневаешься, продолжай прикладывать усилия, продолжай работать, продолжай двигаться, продолжай верить в успех. Не опускай руки. Не опускай руки, ситуация может поменяться. Даже если сейчас все трещит по швам, а здесь 7, 3 и 6, 16 башня, да, ты должен двигаться. Если ты замрешь, будет хуже, чем было, да? К вам идут такие перемены, которые связаны с каким-то разрывом, разъединением, может быть отдалением и отстранением. Может быть, будет какая-то ситуация, операция по разделению чего-то. Но, тем не менее, даже если этот разрыв будет происходить, и если вам вдруг будет больно, вам нужно вытерпеть. Вам нужно настолько поверить в себя, чтобы вытерпеть любой разрыв, любые неприятности. Поэтому перемены для вас идут болезненные пока что, 3 мечей. В этой ситуации от вас скрыто счастье. То есть, смотрите, путь к счастью у вас идет через 3 мечей, 13. То есть, вы просто хотите, не хотите, вы пройдете через... Это называется... В психологии это называется катарсис, очищение или освобождение через боль, или освобождение болью. Да? То есть, к вам... От вас скрыто счастье, но чтобы это счастье достичь, вам необходимо вот пережить это, вот эту 3 мечей. Вы знаете, как эта карта называется, карта разделения или разрыва. Ну окей, может быть, вы сейчас как бы переживаете этот разрыв, да, вам больно, и это хорошо, пусть поболит,
Любая боль свидетельствует о том, что вы живы и что нельзя опускать руки, нужно двигаться дальше к своему счастью. Вам нужно научиться прямо сейчас вот этому. Вам нужно научиться прямо сейчас переживать боль, преодолевать трудности, связанные со здоровьем, с финансами. Если у вас сейчас что-то не получается на работе, со здоровьем, в отношениях, просто это часть испытания дьявола, и дьявол вас будет искушать, может быть, деньгами, может быть, возможностями, может быть, состояниями разными. Но вам нельзя поддаваться на эти состояния, потому что путь к счастью – это противостояние дьяволу 15. Окей, услышьте это, пожалуйста. То есть вам нужно научиться быть в дефиците, или с дефицитом, или с нехваткой чего-то, или с отсутствием чего-то, кого-то, от денег до человека, который может быть рядом, а его нету, например. Вот это вот идет вам просто послание от духов и наставников, высших сил. Может быть, это род. Давайте вот какое все-таки спросим, какое послание вам идет от духов, духовных наставников. Прорвешься, не переживай, переживешь. Вот такое послание: не переживай, переживешь. Не бойся, прорвешься, и как бы тебе чего-то не хватало, тебе хватит всего для того, чтобы изменить эту ситуацию. Для того, чтобы, ну, как минимум, осуществить движение у тебя. Вот ты застрял где-то в какой-то ситуации. Прорыв будет. Вот высшие силы тебе говорят, ты прорвешься. Да, ты сейчас, может быть, остановился, взял паузу. Или переживаешь какое-то нерешенную эту ситуацию, но она будет решена, ты ее решишь, или высшие силы тебе помогут. И даже если у тебя не хватает чего-то, ну, какого-то пазла, да, то есть пазлов будет хватать, да. Вот эта энергия тебя сейчас ведет, прямо сейчас она тебя ведет. Энергия скрытая – это рыбы, и это энергия высших сил. Это и ангелы-хранители, и силы духа рода, и твоя скрытая энергетика. Но в любом случае, я тебе так скажу, тебя ведет любовь, тебя ведет интуиция, тебя ведут дружелюбно настроенные к тебе высшие силы. Рыцарь кубков. А вот эта правда скоро откроется. Откроется правда о человеке, который был с тобой нечестен. Откроется правда о том, что украдено. Откроется правда, кто украл. И откроется правда, где делось то, что исчезло из твоей жизни. Куда оно делось. Почему оно делось. Правда, действительно откроется правда, а не ложь. И правда о чувствах. И правда о разрыве откроется тебе. Тебе стоит отпустить пока чувства на свободу. И чувства мужчины, который, может быть, пока что был с тобой нечестен, поставил отношения на паузу, тебе стоит это отпустить. Как бы ты сейчас не цеплялся или не цеплялась за чувства этого мужчины, тебе ты ближе не будешь, тебе легче не станет. Вот пусть чувства этого человека будут отдельно, а ты и твои чувства будут отдельно, да, то есть тебе стоит отпустить чувства мужчины. Прямо сейчас ты проходишь урок боли, страдания, разрыва, и пытаешься найти себя в этой боли, в этом лишении, в этой тоске по прошлому. Пока что ситуация говорит о том, что ты уходишь из этой точки, но пока что все еще пребываешь в ней, то есть как будто бы ты находишься на вокзале, где сам вокзал или само помещение или само окружение все еще приносит тебе болезненное состояние, а сам процесс поездки и движения уже принесет тебе этот катарсис, да, или это очищение, освобождение от этой, ну, какой-то, может быть, боли, да, пусть эта боль уходит из тебя, и ты уже можешь прямо сейчас замечать, как отпуская чужие чувства, может быть, где-то неправду, ты отпускаешь и свою боль, и свои страдания, и свои привязки к прошлому.
Прямо сейчас ты проходишь вот этот урок. Ты проходишь урок мудрости, ты проходишь урок изоляции, ты проходишь урок одиночества, ты проходишь урок выздоровления и исцеления. И ты платишь высокую стоимость за трансформацию своей энергии, своего здоровья. Прямо сейчас ты проходишь кармический урок, который связан и с твоими родственниками, и с отделением и сепарацией от этих родственников. То есть проходишь урок аскезы, где тебе всего не хватает, где ресурсов мало, но цели и задачи у тебя грандиозные. И движение будет. И смотри здесь, смотри, 6,3 отшельник, 9, да, и здесь отшельник. По сути, ты проходишь, получаешь мудрость, благодаря которой ты сможешь двигаться вперед дальше. Тебе мешает двигаться вперед вспыльчивость. Вспыльчивость и неумение выжидать. А отшельник, кстати, тебе добавляет этот урок умения выждать, умения подобрать нужный момент. Все происходит в нужный момент. И то, что зависит от твоей воли, и то, что не зависит от твоей воли. Ты хочешь подчинить все своей воле, но все от тебя сейчас не зависит. От тебя зависит то, как ты умеешь справляться с чувствами, с внутренней болью, с реакцией и принятием этого мира. Но не больше. Все остальное делает за тебя судьба. Окей. Хорошо. А тебе прямо сейчас думает человек. И этот человек может быть огненной стихии. Это может быть женщина огненной стихии, лев. Это может быть мужчина огненной стихии, лев. И о тебе думает тот человек, который, скорее всего, считает, что ты сильный или сильна. И о тебе думает человек с чувствами тепла, любви и страсти. Он, в отличие от тебя, этот человек, он может управлять своими страстями. Он контролирует свои вспышки, свои планы, свои намерения. Он держит под контролем своих демонов, свою силу и свою страсть, свои пристрастия. А вот в чем твоя сила прямо сейчас. Твоя сила прямо сейчас в умении отпускать, в умении отдаться на волю духа, в умении терять и в умении открывать себя новому, в умении где-то здраво рисковать, с каким-то риски должны быть здесь контролируемые. И твоя сила прямо сейчас в умении терять и находить. В умении быть беспристрастным или безразличным к тому, что причиняет тебе боль и страдания, что или кто обманывает тебя, что или кто управляет твоими чувствами. Вот это идет тебе навстречу, как любовь. К тебе навстречу идет любовь, которая умеет ценить свои границы и умеет защищаться. К тебе навстречу идет любовь, которая пока что имеет чувство к тебе, имеет к тебе страсть, но она еще не готова открыться. К тебе идет любовь, которую ты еще не познавал или не познавала ранее. Она новая, это новое чувство. К тебе идет новое чувство любви. Ты почувствуешь любовь по-другому. Очень скоро ты увидишь вот этот знак. Очень скоро ты увидишь знак, и, скорее всего, ты его не увидишь, ты его услышишь. Он придет тебе через голос, через сообщение,
скорее всего, голосовое. И этим знаком могут стать птицы, а также могут стать твои тревоги какие-то. То есть это тревожный знак, тебя потревожит что-то. В этом месяце тебе готовит судьба какой-то дорогой подарок. И он не останется незамеченным. Это будет покупка, приобретение или подарок от кого-то. Но этот знак, точнее этот подарок судьбы ты не ожидаешь. Он настолько роскошный, что, может быть, ты даже когда-то хотел или хотела этот подарок, но отворачивался или отворачивалась от него. Для тебя открывается вот эта дверь. Для тебя открывается пространство для чувств, для флирта, для переживания. И даже видишь, может быть, ты слышишь, тебе сигналит, да, какой-то автомобиль, да, и этот автомобиль, он как бы как знак того, что тебе откроются чувства другого человека. К тебе открывается дверь чувств другого человека для тебя. Ты найдешь поддержку вот здесь. И ты найдешь поддержку в женщине. Ты найдешь поддержку в своем здоровье. Ты найдешь поддержку в матери и в своей семье. Также ты найдешь финансовую поддержку, если сильно захочешь. Но первое для тебя станет твоя мать, духи рода и, безусловно, твое здоровье, твои ресурсы. Поддержку нужно искать в ресурсах. Тебе нужно услышать это сейчас. Безусловно, сколько бы ни было поддержки извне, тебе нужно и важно рассчитывать на себя, на свои ресурсы, на свое здоровье, на свои деньги, на свои силы. И тебе важно научиться их рассчитывать и беречь, планировать и накапливать. Финансовая грамотность для тебя также очень-очень важна. В ближайшее время тебе следует избегать покойников, похорон и беспокойства. Тебе нужно быть как можно спокойнее. И избегай беспокойных ситуаций. Бес тебя должен не беспокоить. Тебя не должен беспокоить бес. Тебя не должны беспокоить склепы, покойники и так далее. То есть чем сильнее это происходит, тем больше знаков того, что что-то не так. И чем спокойнее ты на самом деле, тем лучше для тебя. Поэтому избегай абсолютной тишины, покойников и всего, что связано с четверкой мечей. Также избегай неподвижности. Чем больше ты двигаешься, тем лучше для тебя. Статичность для тебя может быть даже и опасна или тревожна. Если можешь с кем-то поговорить, лучше поговори. Но с живым человеком, а не с духами. Твой тайный союзник, третий человек, которого ты, может быть, не знаешь. Твои прошлые жизни говорят тебе о том, что ты где-то нарушаешь правила брать и давать. Может быть, ты отдаешь сильно много и мало берешь, а может быть, ты наоборот много берешь, много требуешь, но мало даешь. Твое предназначение для счастья. Ты родился или родилась человеком счастливым. И уже второй вопрос. Украл у тебя это счастье кто-то? Или ты сам или сама его подарила кому-то? Или, может быть, упустила тот момент? Или то место, где ты можешь быть счастливым? И если судьба тебя подталкивает к тому месту, где ты можешь быть счастливым, не препятствуй этому и не бойся этого. Твоя интуиция проявляется правильно. Ты чувствуешь энергии. Но твоя интуиция желательно, чтобы имела какую-то обратную связь от человека, который может быть твоим проводником или духовным наставником.
В твоей жизни очень скоро появится человек, который переведет тебя в другой мир. Именно перевезет, то есть появится проводник или перевозчик. И этот переход даст тебе возможность на новую жизнь. То есть в твоей жизни появится, скорее всего, твой нужный человек, как человек, который проводит тебя из одной реальности в другую, из одного города в другой, из одного дома в другой, из одного мира в другой, страны и так далее. То есть это проводник. И это человек, он живой человек, настоящий, да. Ну и человек, который может изменить твою жизнь, тоже может появиться в твоей жизни очень скоро. И вот почему ты оказался или оказалась в этой ситуации. Ну, здесь конфликт управления. И, может быть, ты отдала или отдаешь, да, как мужчина, бразды правления кому-то и не берешь ответственности управления за эту ситуацию. То есть ты оказался или оказалась в этой ситуации, потому что не взял на себя ответственность управлять этой ситуацией, поскольку ты не взял, взял кто-то другой. И над тобой сейчас, над ситуацией имеет больше власть кто-то, нежели ты. Поэтому где-то, может быть, это призыв взять ситуацию в свои руки. Тебя ограничивает все или ничего, по большому счету. Тебя ограничивает страх проиграть и игра ва-банк. То есть здесь проиграть можно все, поставив все на кон. И здесь можно бояться проигрыша, тем не менее. Поэтому тебя ограничивает золотая середина. Ты не видишь золотой середины. Где есть тонкая грань между брать и давать. Где есть тонкая грань между проиграть все и получить все. Тебя ограничивает поиск золотой середины. Ты должен признать чувство человека, который находится, не себя, не свои чувства. Тебе нужно признать не свои чувства человека, который может быть инфантилен или моложе тебя. Тебе нужно их признать, эти чувства, принять эти чувства. Твой следующий шаг, который ты задумал, он будет правильным и принесет тебе успех. Если ты будешь радоваться, да, то ты ничего не потеряешь. Но в конечном итоге радость принесет тебе целостность и ощущение целостности себя. Это очень важно, чтобы накопить ту энергию, которой тебе не хватает. Ответы на свои вопросы ищи в работе и в обучении. Чем больше ты учишься, читаешь, познаешь и работаешь над собой и над своей целью, тем больше, я извиняюсь, чем больше ты работаешь над собой, тем больше знаний и правильных поступков ты реализуешь в своей судьбе. На тебя влияет из прошлого недвижимость какая-то. Или то, что имущество или деньги, которые ты не разменял, не вложил, не поменял. Поэтому на тебя из прошлого влияет материальная энергия. Если ты смотришь с точки зрения магии, это может быть крадник и подклад, но, скорее всего, это что-то большое. Не знаю, это что-то очень весомое, это очень большая стоимость и цена. Поэтому из прошлого на тебя влияет большая цена чего-то материального. В твоем сердце откроется успех, победа, достижение цели. И в твоем сердце еще будет триумф, и ты еще пройдешь через свою триумфальную арку. И руна Турисас поможет в этом тебе.
тебе стоит подготовиться к результату, к победе, к триумфу, но ты его получишь путем прохождения через 6 и 9, 15. Это дьявол, это через искушение. Поэтому тебе стоит подготовиться к триумфу, к успеху, но пройдя через искушение. Твоя кармическая задача, которая сейчас активно требует от тебя много времени. И твоя кармическая задача откроется тебя через долгий путь. Через очень долгий путь. И тебе нужно иметь выдержку. Твоя кармическая задача – научиться выдержке. А это отшельник. Отшельник умеет выдерживать, и девятками жезлов – это тоже об умении выдерживать нагрузки. Поэтому твоя кармическая задача, которая сейчас активна, это путь красоты, который откроется тебе через выдержку, умение терпеть, умение выжидать нужного момента. И не делать резких движений, но двигаться вперед медленно, торопиться медленно. Поэтому твоя кармическая задача, которая сейчас активна, и есть фраза «торопись медленно». Истинный путь красоты открывается за долгие годы боли, страдания и катарсиса. Настоящим спасением для тебя станет высшая справедливость и свобода от мыслей мстить и от агрессивных мыслей. Высшее правосудие творится на самом деле не на земле, а на небесах. Поэтому нет того судьи, который может осудить тебя. Твоя совесть и душа чиста, и она очистится, и она будет чиста. Но и ты не есть тот судья, который может осудить кого-то. В этом и есть твое истинное спасение. Ты раскроешь свои таланты благодаря преследованию своей цели. И пусть эта цель, возможно, пока что далека от тебя, но главное, что ты на пути к этой цели. И если ты не можешь достичь этой цели быстро, просто экономь свои силы, потому что тебе нужно много времени. И здесь и есть работа, здесь есть бизнес, здесь есть любовь, здесь есть страсть, здесь есть любовник и любовница. Здесь есть самые яркие и соблазняющие проявления материального мира. Здесь дьявол с тобой играет. И все зависит от твоего духовного уровня развития и того, что ты выберешь на своем пути духовного развития. Твои таланты раскроются, и они раскроются на пути к твоей цели. Прямо сейчас тебя поддерживает ангел-хранитель в виде птицы. Прямо сейчас тебя поддерживают силы твоего трезвого, холодного разума. Прямо сейчас тебя поддерживают силы твоего понимания и силы твоего движения. Прямо сейчас тебя поддерживает твоя защита и твое понимание, что как бы ты ни торопился, ты всегда успеешь. Не торопись, успеешь. Торопись медленно. После этого гадания изменится вот это. После этого гадания ты поймешь, что тебя больше ничего не держит из прошлого. И ты поймешь, что ты можешь медленно достигать своих целей. Все ключи от всех ящичков Пандор в твоих руках. И тройка жезлов и двойка жезлов связаны в этом раскладе. И они порождают иерофанта, огненного иерофанта или огненное послание свыше. После этого гадания ты смело возьмешь все свои ресурсы в свои руки, откажешься от сундучка прошлого, вставишь ключик в ящик Пандоры будущего, откроешь его и не побоишься его открыть, ибо это знание тебе предстоит открыть, осознать и, возможно, долгим путем, но своим и красивым, отправиться к своим берегам, в которых открывается все лучшее, что ты еще не успел реализовать и увидеть, и прожить, ощутить в своей жизни. Счастливого тебе пути. До встречи.